Шумет там что-то, да? Да. Слушай, мороз, не мороз, все равно люди идут. Вот неугомонные, да? Ты же сказал, сегодня у нас самый Самый, да. исторический день в жизни Петербурга. За 128 лет, ты представляешь? Самый холодный день за последние 128 лет. Так, мне даже захотелось посчитать, в каком году это было последний раз. Калькулятор. Так, вроде работает. Да? Да, только чат не вижу, я что-то. Сейчас мы здесь этого посмотрим. Получается, в 1893 году последний раз такие морозы стояли. Саша, откуда ты такой умный? А вот. Сейчас посмотрим. Так, все, Саша, уже 23 зрителя у нас, 8 лайков. Можем постепенно начинать. 10 лайков. Уже 10 лайков. Да. Друзья, Но 22 зрителя. Да. Друзья, мы как раз обсуждали очень интересный, феноменальный день, который у нас сегодня в Санкт-Петербурге произошел. Дело в том, что у нас в Питере температура опустилась ниже 20 градусов Цельсия, и Ваня узнал, что оказывается такой... Пакет спортивных, одежда Тильде, чтобы было на стиле. У вас хомяков впереди. И Ваня узнал, оказывается, что последний раз такие морозы стояли аж в 1893 году. Да. А вот все вижу. Вижу чат. Надежда Ковалева пишет. Ребята, что-то у нас картинка какая-то. А, вот, все нормально. Привет, ребята, Тында, бам. Луч света, привет, ребята. Елена Вискардо. Смайлик такой, привет. Санду пишет, привет. Татьяна Прокопович, привет, дорогие. Самат Апасов, приветствую. Саша, Ваня, Бишкек на связи. Все подключаются, отлично. Значит, будет веселый, хороший эфир. Как обычно, пообщаемся с нашими друзьями, обсудим интересные темы. А темы есть. А темы есть, и фильмы есть на канале Алга Петербург, поэтому тот, кто еще не успел посмотреть хорошие работы, обязательно заходите туда. У нас там столько премьер, Вань, стоит, и все ждут ваших просмотров, ваших лайков. Мы об этом еще будем разговаривать сегодня. Не торопись пока. Есть комментарии, даже которые я подготовил. Вот. Так что, друзья, сегодня мы также будем отвечать еще на ваши вопросы. На все вопросы будем отвечать. Да, пока не на казахском, хотя и в этом у нас есть успехи. Да, у нас будет урок казахского языка сегодня в 17 часов по московскому времени. Будем обучаться. Вот. У нас тут книжки, мы книгами обзавелись. Да, мы тут очень хорошо. Смотрите, сколько всего. Сложно, конечно, дается обучение в нашем возрасте. Но, как говорится, век живи, век учись. Давай, Саш, для разминки что-нибудь на казахском. Ну, хочу всем пожелать крепкого здоровья, поэтому сау болын ыздар, друзья. Ты попрощался. Мы только начали. Знаешь, что можно сказать? Вот Димаша можно поздравить. Вот мне наша преподаватель Вибигуль написала сообщение, что Димаша можно поздравить и написать ему «Кутеболсом». Вот. Так, я снова не вижу чат. Ну ладно, сейчас. А я буду сегодня тренироваться, всех поздравлять с Новым годом.
Жена жилку, ты болсон. Да. Тема, кстати, Нового года у нас сегодня тоже будет. Так, вижу чат наконец-то. Макс Шаманов пишет: Салем Джигиты. Зоя Савин пишет: всем привет. Алия пишет: привет всем. Надежда Ковалева пишет: ваши фильмы, ребята, смотрю сразу же. Очень интересные фильмы, профессиональные. Спасибо, пишет Елена. Адилия пишет: здравствуйте. Классное обучение казахскому языку, Татьяна Прокопович пишет. Макс Шаманов пишет: Сашка Бай, керемет. Это значит, как дела? Тамаша и Жаксы. Саша тяжело обучается, особенно Да? иностранным языкам. Тебе написали Сашка Бай керемет. Керемет это хорошо, хороший, прекрасный. Да. Антодар Ахмед. Керемет Рахмет. Правильно тогда, правильно говорить, Калайсис Достар. Ну, это прямо официально. Как дела? Можно же Ну, и это уважительно. Калайсон Можно Friends. Калай. Да. Ну что, будем начинать, да? Если все готовы, то да. Никого не забыли. Надеюсь, что нет. Но если что, наша трансляция останется в записи, поэтому, друзья, если вы смотрите эту трансляцию в записи, мы вас тоже приветствуем. И начнем, знаешь, с чего? Как у нас будет сегодня называться стрим? Вот Лязят Ильясова написала нам такой комментарий. Яралаш тоже казахское слово. Аралас. Переводится на русский как вперемешку, все в одну кучу. В общем, у нас сегодня будет Аралас прямой эфир. Класс. Винегрет, да, еще по-русски можно сказать. Да. И главная тема – это как вы будете встречать Новый год, друзья, потому что мы для вас хотим приготовить новую такую интересную передачу, вот, такой новый формат шоу. И хотим сделать вам небольшой сюрприз, поэтому интересно, где вы будете встречать Новый год, что планируете смотреть, может быть, «Голубой огонек» будете смотреть, может быть, еще какие-то передачи, или, может быть, загляните на «Огонек» Алга Петербург. Мы, кстати, обсуждали тему новогодних праздников, и обычно, да, мы всегда видели Димаша в всевозможных новогодних программах. Это и у Андрея Малахова в гостях, и на НТВ всегда была презентация у Токменева. И, разумеется, песня года никогда не обходилась без Димаша. А вот в этом году, скорее всего, все эти программы будут немного скучными. Вот, и поэтому мы решили сделать нечто свое, поэтому приглашаем всех вас заранее. Мария Пилар пишет интересный вопрос. Hello, Ivan and Sasha from España. Do you know when Dimash team is going to sing? Thank you. Это вопрос про Shine Super Brothers, шоу, которое сейчас проходит. И вопрос такой, ты знаешь, когда Димаш уже будет петь наконец? Он уже спел уже. А вот его команда. Потому что то, что мы видели, я знаю, что есть много вопросов, почему так мало Димаша показывает, и особенно почему так мало он поет. Мне кажется, все нормально. Почему? Потому что вот уже второй раз подряд, да, мы видим, что как бы выходит эпизод, и в первом эпизоде Димаша, не было. Потом на следующих выходных вышел эпизод, и Димаша показали более чем достаточно, причем с его фирменным выступлением в таком красивом костюме с плащом, где он его скидывает и потом продолжает петь не менее эффектно. Вот. И я считаю, та серия удалась. И сейчас был, опять же, похожий момент, когда была очередная серия Shine Super Brother, но Димаша показали буквально вкраплениями для затравки. Уже, получается, на следующем выпуске, на следующих выходных мы уже увидим опять Димаша во всей красе. Так что, мне кажется, здесь будет вот такая система показывать. Во всяком случае, пока участники не начали выбывать из этого шоу. Потом, возможно, все это дело, как обычно, будет сокращаться и уплотняться. Да, мне тоже так кажется. Dear Maria, we actually don't have information about it, but we can we have some ideas. We think that next Saturday we can expect Dimash appearance at the Shine Super Brothers show. But this is just our ideas. Только наши догадки.
Еще спрашивают, интересно, Димаш задействован в этом году на российском телевидении? С Викторией тоже прокатили, но мы не расстроились. У него сейчас насыщенная жизнь, награда тоже имеется. Кстати, вот как раз буквально несколько минут назад мы выходили на канале Алга Петербург и рассказывали о том, что Димаш получил награду за вклад в развитие казахской культуры. Очень заслуженно, я считаю. Потому что я вот не могу вспомнить никого, кто такой бы рекламу делал культуре Казахстана или культуре любой другой страны во всем мире. И также вот в течение всего года, да, на официальном YouTube-канале Димаша выходили эпизоды с его Димаш Digital Show. И там вы наверняка услышали несколько новых песен Димаша на казахском языке. Поэтому я считаю, это очень прекрасный и большой вклад в казахскую культуру, вот, в его профессиональном стиле, потому что новые песни звучали очень хорошо. Действительно видно, что команда и продюсеров, и организаторов поработала на славу, и, опять-таки, новые песни на казахском зазвучали по-современному. Весь мир, получается, узнает о Казахстане, узнает казахский язык. И даже был такой комментарий, я сейчас не помню, кто его написал, но был такой комментарий у нас на канале, что я бы выучила казахский язык только благодаря тому, из-за того, что Димаш на нем поет. Что-то такое. Ты знаешь, как что-то было такое про русский язык? Там, я там что-то русский язык готов выучить там, из-за Пушкина, да? Как-то так, по-моему. Чтобы понимать, да, лирику великого классика. Да. Кстати, и поэтому мы тоже заинтересовались казахским языком. И, кстати, я знаю, что не очень много наших друзей посмотрело сегодняшнюю передачу про казахский язык, про то, как мы осуществляли очередную попытку. Вот, поэтому вторую серию мы пока не будем выпускать. Пока не посмотрите первую. Пока все первые не посмотрят. И мы в первую очередь обращаемся к тем, кто хочет действительно хоть как-то попытаться заговорить на казахском языке, потому что у нас уроки относительно небольшие, мы там разбираем очень короткие темы, но в то же время действительно очень важные. Мы разбираем происхождение слов, как они, этимологию слов, как они формировались, что они значат, и самое главное, как правильно их употреблять. Вот. И тот, кто заинтересовался, мы всех приглашаем на совместное изучение. Татьяна Прокопович интересную новость пишет тоже в нашем чате. Друзья, вы можете отправлять в чат ваши сообщения, ваши приветы. Мы будем их стараться успевать все зачитывать. И Татьяна Прокопович пишет: Димаш примет участие в международном фестивале кино «Шелковый путь» 8 декабря. Так это уже совсем скоро. Это послезавтра. Очень интересно, обязательно посмотрим. Дана спрашивает, «Шелковый путь» по какому каналу на YouTube? Угу. Друзья, мы эту тему берем на карандаш. Да. Саш, классик про Пушкина, вот Макс Шаманов подсказывает, писал. Саш, есть такая важная тема. Это фильм про Алмату. Следующая, 4-я часть, я знаю, у тебя в работе, и я знаю, что ты ее не хочешь запускать. Пока не посмотрели 3-ю? Да, 4-я часть в работе, а вот 3-ю что-то как-то мало людей посмотрело, и Саша говорит, что 4-ю часть запускать не будет. Дело в том, что да, каждая часть у нас немножечко такая, скажем так, сложнее, что ли, получается, потому что первые 2 серии, они были больше такой про путешествия, про красоты Казахстана, а дальше мы начинаем углубляться. И вот 3-я серия, она как раз была связана уже с людьми разными, творческими. Вот мы со многими из них встречались, с кем-то удалось записать интервью, а вот следующая 4-я часть, она будет посвящена исключительно культуре Алматы. Вот, и сейчас как раз ведется активная работа по сбору материалов, то есть я отсматриваю всех людей, с которыми мы общались, смотрю все мероприятия, которые мы посетили, а мы были много где, и на концерте Марата Бисенгалиева в филармонии Джамбыла Джабаева, и были в театре оперы Абая на премьере оперы Абая.
как раз театрального сезона, и поэтому есть много хороших кадров, которые хочется вам показать. Поэтому тот, кто любит культуру, тот, кто любит творчество, вот, можете уже облизать губы. Совсем скоро, я надеюсь, я презентую для вас 4-ю серию. Но для этого, как ты, Саш, говорил, надо, чтобы посмотрели, пока 3-ю серию не посмотрят. 3-я серия, кстати, очень интересная, потому что там были самые разные люди, самые всевозможные интересные персоны из Алматы. В общем, обязательно, друзья, если еще не посмотрели, так же, как и... Пишут, все посмотрели, ждем следующий. Да. Кстати, пока небольшую паузу я хочу сделать, вернуться к нашему чату, потому что здесь вот Айгуль Бейсенбаева пишет: «Здравствуйте, это не запись, я точно попала на прямой эфир, не верится что-то». Дорогая Айгуль, вы в нашем эфире, приветствуем вас из Санкт-Петербурга, рады, что вы к нам попали наконец-таки. Ну и этот эфир, как всегда, тот, кто приходит, тот, кто у нас новичок на эфире, мы особенно будем стараться сегодня для вас. Добро пожаловать. Розарио Мария пишет: «Hola, hola, chicas, me encanta veras un saludo de España». Даже из Испании нас смотрят, Вань. Да, это привет из Испании. Кстати, друзья, по поводу Нового года. Я знаю, что есть разница во времени между Санкт-Петербургом и Казахстаном, и поэтому хотелось бы понять, в какое время вы обычно встречаетесь для того, чтобы отметить Новый год, как это у вас происходит, и что вы при этом смотрите, чем занимаетесь. Это поможет нам, чтобы мы правильно выбрали время для тоже наших передач новогодних. Ну, наверное, в Европе это будет Рождество, да? Которое, наверное, Надо пройдет тогда раньше. спросите у наших друзей. Dear friends from Europe, from America, could you please tell us in our live chat, how do you celebrate New Year celebrations? What do you do usually? What do you watch at New Year night? We needed to prepare our special programs, special New Year programs. It would be very helpful for us. Елена Лысенко пишет: «Саша, комплимент За что? за чудесную озвучку фильмов». Рахмет, Улькен Рахмет. Я бы сделал комплимент вот нашему микрофону, потому что я думаю, что без него, наверное, Саше бы было тяжелее передать всю глубину его голоса. Да, без техники в наше время никуда. К счастью, да, к счастью, друзья, вы нас поддерживаете и пользуетесь описанием в наших видео, в наших прямых эфирах. И благодаря вам у нас есть такая прекрасная студия, классные камеры, хорошие микрофоны. Свет. Все есть у нас. Да. Вот Макс Шаманов пишет: 19:00 в Москве, это в Казахстане 22:00. Соответственно, видимо, в 10 часов начинают вот уже рассаживаться за столом, включают YouTube-канал «Алга Петербург». Кстати, мы делали новогодние, помнишь, онлайн-концерт? Да, это как раз год назад было. Я помню, как мы готовились, тут украшали студию. Я помню, принесли елочные игрушки, разложили их по всей студии, гирлянды развесили. Была прям такая... Мы с тобой даже, по-моему, записывали обращение от лица Деда Мороза. Точно, нашим, да. нашим на всех зрителям. языках. На многих языках, не на всех. Но было круто, да. Слушай, надо, наверное, достать это видео и посмотреть. Вспомнить, как это было. Да. Пишет, Надежда пишет: классный фильм с Меццо. Спасибо. Это, наверное, надо сказать спасибо ребятам из группы Меццо. И спасибо, конечно, нашему Алтынага Сабыржану Сериковичу, Светлане Мукашевне, потому что благодаря им мы оказались в Казахстане, благодаря им мы оказались в Алмате и смогли встретиться с ребятами из Меццо. Еще у нас есть кое-что в заначке.
Но это, друзья, увидят те, кто подписан на наш Инстаграм. Это ты имеешь в виду про Наша, заначка из Меца? наша вокальная Потуги. партия. Ну да. Нам удалось записать совместные хиты с группой Меца. Совместные хиты. Да. Скоро, да, друзья, в Инстаграме, наверное, вы их услышите. Кстати, Саш, вот в Костанае, хотел о другом поговорить, но Макс Шаманов подсказывает, что в Костанае будет концерт Меццо скоро. Да. Я заметил, что Макс Шуманов вообще в курсе всех новостей, которые происходят в Казахстане. Конечно. Это очень будет интересно. По поводу фильма про Алматы, Саша, я хочу еще вернуться, потому что есть интересные, классные комментарии. Например, вот один из них мне очень понравился, я его выписал себе, хочу прочитать. Джой Кей написал. Я так понял, это проплаченный канал. Да, в принципе, без разницы. Пусть рекламируют. Хоть люди узнают, что у нас есть не только степь и верблюда. Приятно осознавать, что вот кто-то может подумать, что что мы вот получаем какие-то гонорары за наши фильмы. Это значит, что наши фильмы уже вышли на такой уровень, когда их можно За них уже можно, да. оценить уже как-то. Так что, дорогой Джой Кей, спасибо вам за такую высокую оценку. Будем стараться еще сильнее. Надеюсь, что действительно когда-нибудь, может быть, кто-нибудь заплатит. Но пока что для нас это такое очень интересное хобби, которое мы все-таки стараемся делать более профессионально. И я думаю, что просто терпение и труд все перетрут. И сможем когда-нибудь выйти на новый уровень. Вот, кстати, по поводу Нового года. Луч Света пишет. В нашей семье все собирается часам к 17. Ужинаем, потом какие-то игры, конкурсы, танцы, потом раздача подарков. Сначала Класс. детям, потом взрослым. Собираемся у родителей в Алматы. Семья большая у нас. Здорово. Мне очень нравятся вообще семейные праздники. Я тоже обожаю собираться семьей в кругу родных, близких людей. И вот как раз предвкушение Нового года, какая-то возникает волшебная атмосфера. Это называется новогодняя суета. Да, причем взрослые обычно своими делами заняты, дети своими делами заняты, но все вместе получают колоссальное удовольствие от наступления чего-то нового, большого, светлого. Ведь всем нам хочется верить, что Новый год будет еще более интересней, еще более веселей, насыщенней. Поэтому я уже, на самом деле, начинаю предвкушать новогоднюю атмосферу, тем более весь Петербург завалило снегом, мороз, зима, вот крестьянин торжествует, что называется. Да, у нас прямо сейчас настоящая новогодняя погода. Не как обычно слякоть и дождь, такой снег с дождем. Сейчас настоящий снег, красота. Я уже, Саш, потихонечку даже дома начинаю жечь бенгальские огни и есть мандарины. А вчера даже я настолько проникся духом Нового года, что съел 2 тарелки оливье. Ну класс. Это отличное начало, тем Вот, более, учитывая, что 6 декабря всего на Да. дворе. А так вообще, знаешь, я даже подумал, что вот я слышал, что казахские застолья, они очень разнообразные. Там можно и селедку под шубой встретить, и казы. В общем, надо будет, Саш, мне кажется, что-то такое интересное придумать. Попробовать такой Необычные комбинации. казахстанский стол накрыть у нас в студии, попробовать. О, Стол-то у нас большой, Вань. стол-то у нас большой. Да. Теперь осталось его только накрыть. Но, кстати, я вижу классное сообщение. Бахыт Даирова написала: Саша, обещанный Суинши отправила, лови. Вот. Улькен Рахмет. Так глядишь, и действительно накроем настоящий стол. Тем более, что у нас... Баурсаки мы с тобой печь умеем, Вань. Козы класть в баурсак в рот тоже умеем. Поэтому... Козы, да, где возьмешь. Кстати, пишут: привет, ребята, очень тихо вас слышно. Вот это да. Может попробовать пушку включить? Давай.
Попробую ничего не сломать. Друзья, сразу напишите, звук остался, а то он мог и пропасть. Да. Мини-Бика Инсайтова пишет. Случайно узнала, была на канале Алга Петербург и сразу же сюда. Нормально все слышно, пишет. Ну, сейчас может быть получше, может быть, а может быть хуже. Ну, вроде лучше стало. Все пишут про оливье. Дана пишет. Какой Новый год без оливье? Макс Шаманов пишет. На Новый год на столе обязательно салат оливье. Класс. Да. Изабель Ривас пишет. Alguien me dais de que hablan. Не понимаю, о чем вы говорите. Dear Isabel, saludos desde Petersburgo. Today we discuss different news, and also we talk about celebration of New Year. What do you have on your table? What do you watch? What kind of programs? Do you watch Alga Peterburg, for example, or any other? Maybe you just watch TV shows or whatever. Может, звук замерзает, пишет. Please let us know, so we can know it and prepare our programs for New Year celebrations. Ну и давайте тему, раз мы затронули тему застолья, обязательно нужно затронуть тему и подарков. Вы можете написать, похвастаться, какой самый запоминающийся подарок у вас был на Новый год. Что вы можете вспомнить такое, чем вас удивили родные, близкие. И вообще, вот, может быть, о чем мечтаете в новом 2022 году. Можете сейчас в комментариях поделиться. Дед Мороз вас услышит и принесет вам. Луч Света пишет, кстати, у меня сегодня день рождения. Рада, что встречаюсь с вами и нашими Dears. Так, настало время поздравить Луч Света с днем рождения. Мы знаем, что вы всегда приходите на наши прямые трансляции, на наши прямые эфиры. Нам очень приятно, что вы всегда с нами. И хочется пожелать вам невероятно крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы родные и близкие вас люди только радовали, чтобы работа была ровно столько, чтобы хватало и поработать, и отдохнуть. И вообще пусть жизнь складывается максимально удачно. Вот. И Новый год, получается, для вас начинается уже сегодня. С Новым годом вас! Кое-что вспомнил, хочу вот проверить. Ты, Саш, пока продолжай эфир. Я думал, ты хочешь что-то проверить, может быть, что-то здесь должно появиться на экране. Это нет. Тут столько много комментариев пошло. Итак, друзья, напоминаю, что вы можете написать сейчас в комментариях про подарки, про то, как вас удивили родные и близкие на Новый год. Не стесняйтесь, рассказывайте эти веселые истории, а мы с удовольствием их почитаем все вместе, все дружно. Еще хотел пока новость рассказать, пока вы тут пишете. Для поклонников творчества Димаша. Дело в том, что мало кто знает, но мы об этом расскажем. Мы делали новость, что Андрей Бурмакин, основатель манги Дерес, недавно был в Америке. И сразу после его визита, кстати, в Америку, вдруг такая новость, что вторая серия манги уже появилась, уже опубликована. Ее можно почитать абсолютно бесплатно. То есть она доступна всем и каждому. Я считаю, что это тоже шикарный подарок для поклонников творчества Димаша перед самым Новым годом. Поэтому, если вы не знаете, где их найти, то dimashnews.com – это официальный поставщик новостей Димаша Кудайбергена. Туда заходите, ищите и наслаждайтесь новой серией. Да, не могу найти. Ну ладно. Просто кажется, сегодня, не сегодня, а 4 декабря был один очень важный день рождения. Ну, прошел и прошел.
Не последний же день Ну, рождения. Хорошо слышно, пишет. Асылхан пишет, я казах, учите мне русский язык. Я очень плохо знаю русский язык. Асылхан пишет. Асылхан, только если бартером. Можем поменяться. По 10%. Мы вам 10% русского языка, вы нам 10% казахского. Это будет, Саш, как ты думаешь, это будет тамаша Это или, будет- или жаксе? Это будет керемет. Да. Людмила Владимировна, я видел, к нам присоединилась. Да, сейчас прочитаю. Бахеда Ирова пишет, я тоже встречаю одна Новый год, но дети из Москвы поздравляют. Сначала по-казахстански, потом по-московски. Классно. Видите, какая вы счастливая. Сразу 2 поздравления получаете. Так, Саша, мы луч света поздравили с днем рождения, Да. да? Ребята, поделитесь снегом. У нас 17 градусов. Мечтаем, чтобы в Новый год снег выпал. Гульзат пишет. Как вам отправить? Самолетом, поездом? Макс Шаманов пишет, слышно хорошо, даже громкость убавил. Людмила Владимировна пишет, привет всем дорогим из Москвы. Поздравляю луч света с днем рождения, здоровья и всего наилучшего. Отлично. Кармен Сандоваль пишет, Hey, Sasha, I know your birthday is coming soon. Another nice celebration in December. Понял что-нибудь? Я что-то знаю и что-то celebration. Да, она знает про твой день рождения. Ну вот. Саша, как Дед Мороз, у него сразу 2 праздника в декабре. Да. Один перед Новым годом, мой день рождения, а потом уже и непосредственно сам Новый год. Так что, ой, люблю я декабрь месяц, что не говори. Да. И лучшим подарком, кстати, для Саши может быть, если вы посмотрите 3-ю часть фильма про Алматы. Очень вам буду признателен, друзья. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. И, кстати, не только Саша будет признателен, он даже доделает 4-ю серию. Это Это придаст мне Потому мотивации. что вот мы сегодня уже обсуждали, что вот Джой Кей написал, что я так понял, это проплаченный канал, да, в принципе, и ладно, пусть рекламирует. Дело в том, что действительно уже гонорар мы получаем в виде ваших лайков, комментариев и просмотров, поэтому чем больше просмотров на фильмах на наших, тем больше интерес ваш, тем больше комментариев, чем больше вы делитесь этими видео, тем для нас это дополнительная мотивация, и ваша мотивация подталкивает вперед, благодаря чему фильмы получаются и интереснее, и выходят чаще. Сергей Санапа, привет. Я думал, это мне. Роза Байтасова пишет, шептуны. Снова мы тихо, да, говорим? Да. Нам, видите, сложно себя услышать. Кто-то убавляет громкость, но постараемся. Постараемся говорить погромче для вас. КБМ пишет, однажды похвасталась, что его канал освещает новости только про Димаша. И еще Ваня на английском языке. Пусть бесятся недоброжелатели Димаша. Сейчас представил, как бесятся недоброжелатели Димаша. Дизлайки-то теперь не видно, да? Дизлайки теперь только мы видим. Макс Шаманов. Иван и Саша, вам нужно устроить байгу. Кто быстрее выучит 100 слов по-казахски? Конечно, мен. Хорошая байга. Конечно, мен. Мен эн пен. Дорогой Макс, скажите, а вот достаточно просто выучить 100 слов или надо как-то их еще сочетать, чтобы был смысл? Потому что из нашей вот команды, из нас двоих, не все могут понять ваши задания и пожелания правильно. Ваши фильмы смотрим по несколько раз, Альмира пишет. Вот это уже очень Так, ну что? серьезно. Это получается, что тогда нам нужно, Саш, устроить байгу между собой. Потому что я же тоже делаю сейчас очень интересный фильм. Ага. И он у меня практически готов. Да ладно. Да, очень интересный. И это будет, конечно, я думаю, что интересно посмотреть всему миру. Тоже, кстати, про снятый фильм в Алматы и про Казахстан.
Ой, Вань, и про казахов. вот каждый раз мы, каждую беседу с тобой не нарадуюсь, сколько мы хороших материалов отсняли за эту поездку. Вроде, да, всего месяц пробыли, а столько материалов привезли с собой, столько впечатлений, что вот даже до Нового года не можем, вот что называется, все фильмы еще и показать. Это здорово. Макс Шаманов пишет: со смыслом ставлю на Ивана. Саш, ну, я думаю, что для тебя это хорошая мотивация. Это хорошая мотивация. Теперь я Всё, боюсь, что щас. сейчас у нас начнется урок скоро, второй, и Саша, я боюсь, что попробует меня обскакать. Real Talk спрашивает: здравствуйте, Саша и Ваня, а что с видео на канале Спортман, на котором было 85 миллионов просмотров? А там, кстати, несколько было таких видео, там 85 миллионов, там больше 60. Они закончили карьеру, вот они свою миссию выполнили, и На пенсию отправились. отправились, да. Но у меня в архиве копии остались в хорошем качестве, я их иногда, ну как сказать, в хорошем качестве, это же были наши первые ролики. Самая лучшая наша была работа, самая успешная по продвижению творчества Димаша в интернете. И очень такой позитивный эффект был, и много людей новых было, которые познакомились с Димашем. И эти ролики давали очень большое количество зрителей на канал Димаша, на основной, потому что эти ролики, они знакомили людей с Димашем, и потом уже рекомендации алгоритма Google, они алгоритмы YouTube перенаправляли на канал к Димашу. Вот. Так что хорошие были ролики. Хорошего по чуть-чуть, Вань. Хорошего по чуть-чуть. Да. Всего-то там сколько миллионов? 200, наверное, было. Асылхан Сахипов пишет. Буква. Так, ну это нам нужна будет помощь Бибигюль. Г букву вот я знаю. Вот эту букву мы проходили тоже. Которая Котте Болсон. Да, Асылхан, мы сегодня обязательно с нашим преподавателем пройдем эту тему. пройдем эту тему. И он спрашивает: а 10% мне? Ну давай, Саш, ты у нас учитель, обещал 10%, вот, пожалуйста. Делись, да? Да. Так, я же могу тоже словами поделиться. Правильно? Ладно, я за тебя сделаю, вижу, что ты не справляешься. Дорогой Асылхан, судя по вашим сообщениям, вы уже прекрасно говорите на русском языке. Во всяком случае, мы вас прекрасно понимаем. Поэтому наши 10% вам, наверное, не помогут. Вы прекрасно пишете, и я уверен, что также прекрасно говорите на русском языке. И для того, чтобы улучшить свои навыки, вы можете посмотреть Сашины передачи на канале Алга Петербург. Там чистейший русский язык с примерно 30% оговорок и ошибок. Но мы работаем и над этим. Да. Пахат Даирова пишет: Асылхан молодец. Дана пишет: китайский учитель. Так, Люба Лана спрашивает: привет, всем долго сидите? Дорогая Люба, мы как раз вот уже будем закругляться, потому что скоро будет звонок на урок. Перемена заканчивается. Нам нужно повторить пройденный материал за прошлый урок. Вот буквы сейчас выпишем все, которые нам подсказали. Макс Шаманов спрашивает: ребята, все фильмы про Казахстан до Нового года выйдут? Практически все будут материалы, которые мы будем публиковать уже после Нового года, но все основные фильмы, они будут выходить до Нового года. Да, мы постараемся. Рамина Балина пишет: у меня не было уведомления. Ох уж этот Google. Да. Саша, а поконкретнее с датой дня рождения можно? А то непонятно, когда поздравлять. 17 декабря. Я так сказал, и жду подарок. А мы уже сказали, друзья, какой Саша хочет подарок. Это сколько просмотров на фильме «Алматы 3»?
Ну, там чуть-чуть до 30 тысяч не натягивает. Вот. Хотелось бы хотя бы к этой цифре приблизиться. Да. Grace and Peace пишет: Hello, friends, love from Portugal. Любовь из Португалии. Длим 12, Мырс 12. Пишет: лайки не забываем ставить. Так, ну что, давай пару комментариев и будем закругляться. Да. Будем готовиться. Друзья, у вас есть шанс попасть в подборку лучших, финальных комментариев нашего выпуска, поэтому спешите их написать, мы их обязательно прочитаем и отправимся заниматься казахским. Так, что мы тут? Ничего не забыли? Про Новый год поговорили, про Shine Super Brothers поговорили, про казахский язык поговорили. А на казахском языке не поговорили. Чуть-чуть было. Отличных вам оценок на уроках казахского, пишет. О, Асылхан пишет: спасибо, Достар. Я только 50% русский язык знаю. Русский язык очень трудно. Ну, вы знаете, Асылхан, для нас казахский да. очень сложно. О, Луч Света пишет: думаю, общими усилиями осилим вам подарок 30 тысяч просмотров. Отлично. Надежда Ковалева спрашивает: тогда уж Иванин день рождения озвучите когда? Мне повезло, у меня весной день рождения, 10 марта. Хотя мне не повезло, потому что 8 марта Международный женский день, и у меня вот так день рождения. Сначала вот 8 марта, а потом день рождения. По остаточному принципу, хочешь сказать? Ну, а у тебя наоборот повезло, ты: о, день рождения, потом, Новый год. Не, у меня, видишь, как хорошо, что отгулял день рождения, еще потом есть силы восстановиться успеть до Нового года. Вот не повезло тем, у кого 29 февраля день Вот рождения. это да. Вот представляешь, раз в 4 года. Зато какой день рождения, ох! Представляешь, 29 вот и представляешь, вот ребенок, у У тебя которого... когда в этом году день рождения? А в этом году нет. Да, у тебя когда день рождения? Через 3 года. У меня уже был в этом году. Да, ну что, Достар, друзья, friends, amigos, давайте закругляться. Вот, смотри-ка, это Ибрай Саламатов написал. Я где-то в комментариях сегодня написал: горжусь и Димашем еще и за то, что мир изучает казахский. Здорово. Действительно, Димаш пробудил интерес к этому языку во многих частях света. И я очень рад, что и вот мы, наконец, добрались до того, что осознанно начали подходить к изучению этого языка. Поэтому, если вам тоже интересна эта тема, следите за выпусками канала Алга Петербург. Мы там будем делиться с вами нашим изучением казахского языка. Так, ну что, давай, 3 комментария крайних на сегодня. Саша, Надежда спрашивает: а Сергея больше не встречал? Дух Сергея всегда где-то здесь рядом со мной. Саша только уходит, сразу заходит такой. Саша выходит из студии: так, я что-то сегодня устал, пойду домой. И заходит Сергей такой: о, всем привет, так, давайте поработаем сегодня в ночную, давайте. Все, компьютер гудит, ух. Свет не выключается. Этот Серега вообще просто настоящий. Он работает за двоих. Да. Светлана пишет: зато стареют в 4 раза 20-февральщики. Тоже верно, да. Так, Замзагуль спрашивает: а как идет голосование? Об этом мы вам расскажем в наших новостях. Па-бам! Все. Болда. Сау болыныз дар. До свидания, друзья. Adios, amigos. Goodbye, my friends. И увидимся в ближайшее время на наших каналах. Всем пока! Пока.